Всем салют, это уже 7-й день чемпионата мира. Мы снова в эфире, сегодня в выпуске. Как сыграла сборная Казахстана против одного из главных фаворитов ЧМ? Что сотворила США с французами? Новый лидер в гонке снайперов. Все это и не только в ближайшие 10 минут. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Но перед этим у меня к вам огромная просьба поставить лайк на это видео, а также подписаться на телеграм-канал, где каждый день выходит максимально оперативная информация, какие-то мои рассуждения, интересные викторины и опросы на тему хоккея. Ссылка в описании, а QR-код на вашем экране. Если хотите поддержать или отблагодарить меня, вы это можете сделать по второй ссылке в описании или по QR-коду слева на вашем экране. Большое вам спасибо, только с вашей поддержкой я смогу продолжать вести этот канал, ведь на нем пока нет ни единой рекламы. Нас с вами сегодня ждут следующие матчи: Финляндия, Австрия, Швеция, Казахстан, Канада, Норвегия и США, Франция. Размяться предлагаю на матче Финляндия-Австрия. Сборная Австрии после своего перформанса имеет уже такой определенный вес в хоккейном сообществе. Финны уже точно будут знать, что у них такие огромные яйца, что никому даже не снились. Команды за последние пару лет встречались трижды, и никогда эти матчи не были сверхрезультативными. И в основном это, конечно, из-за стиля игры самой сборной Финляндии. От австрийцев здесь мало что зависит. Конечно, Финляндия должна выигрывать этот матч. Давайте посмотрим, что получилось. Матч начался довольно предсказуемо. На 3-й минуте Финляндия открывает счет, просто забросив шайбу в зону и немного потолкавшись. Классика от этой сборной отличается Мейналайнен. А затем, буквально через 10 минут, Олли Капанин классно подбил клюшку сопернику и сделал счет 2-0. С таким результатом команды ушли на паузу, после которой Австрия обнулилась и пошла уничтожать. Хубер отыграл одну шайбу, великолепная комбинация. Давление не прекращалось, потом был отмененный гол, да и это не сломило Австрию. За 10 минут до конца Никель сравнивает счет, команды докатывали уже до овертайма, но за секунду до конца вместе с сиреной случился наброс от синей линии, и Баумгартнер загоняет шайбу в сетку и приносит победу сборной Австрии. Бенджамин, кстати, забивает уже в 3-м матче подряд. Вот это, конечно, историю Австрия переписывает. Словакия, извини, Казахстан тоже, но это теперь моя любимая сборная на этом чемпионате мира. Какие же красавчики, яйца просто планетарного размера. И когда казалось, что в этой группе уже все ясно, случается именно этот матч. А ведь у Австрии впереди матчи с Норвегией и Великобританией, поэтому шансы, как по мне, есть. Финляндия терпит уже второе поражение на ЧМ. На самом деле для победы в этом матче они сделали многое, но Давид Кикерт подтащил. Его мы признаем лучшим игроком матча. Командам спасибо за эту встречу, статистика у вас на экране. Дальше у нас матч, который ждали абсолютно все. Некоторые руководители крупных предприятий объявили выходной день, а работу приостановил даже Артон Николайтер. Все ждали этот матч Швеция-Казахстан. Швеция так начала ЧМ, что стала главным претендентом на кубок, а Казахстану наоборот на старте пришлось совсем не сладко. Кумыс уже не дает того былого заряда, поэтому Латвия и Словакия даже не заметили наших братьев. Казахстанцам вообще сейчас очень сложно думать о плей-офф, но я думаю надо. Хотя и против Швеции будет очень сложно зацепиться даже за очко. Давайте посмотрим, как прошел этот матч. Начинаем, настрой боевой, но видимо только у нас, у болельщиков, так как Казахстан не может выйти из своей зоны, за что и получает первую шайбу. Отличился Йоханссон. За первый период Казахстан нанес всего один бросок в створ. Во втором ситуация особо не поменялась. Швеция бросала, Бояркин отбивал и наконец шанс, глупое удаление сборной Швеции, Казахстан в большинстве и наконец-то гол. Я не могу в это поверить, правда забивает не Казахстан. Йоханссон завершил контратаку и сделал счет 2-0. Вот так вот. И в начале третьего периода Зеттерлунд забрасывает третью. Какая-то неразбериха в обороне у казахстанцев, но шайбу престижа забить удалось. Бекетаев классно зарядил с острого угла и установил окончательный счет 3-1, победа Швеции. Сборная Казахстана терпит уже третье поражение подряд. Обидно, что когда вратарь тащит столько бросков, от Швеции вы пропускаете всего 3, но забить
не удается, да и моментов, можно сказать, на столько шайб у Казахстана тоже не было. Шведы не обиделся, если я признаю Бояркина лучшим. Надеюсь, шведы и их болельщики не обидятся, если я признаю Бояркина лучшим игроком этого матча. Уж слишком много сейвов для этого парня, статистика на вашем экране, Швеция молодцы. Повторюсь, идут за кубком, а Казахстан будет цепляться, видимо, за 7 место. Уже ничего мы лучше не увидим, но давайте пройдемся и по вечерним матчам. Первый у нас на очереди это Канада-Норвегия. Вам покажется матч не самый интересный, я назову вам пару причин все же с ним ознакомиться. Во-первых, на прошлогоднем ЧМ Норвегия выиграла у Канады, да, у канадцев состав был не такой звездный, но все же. Канада в предыдущем туре получила такую встряску, что сейчас, скорее всего, сыграет максимально ответственно и серьезно. Иначе в плей-офф шансов с такой безалаберной игрой немного. Я напомню, Канада позволила Австрии совершить самый крупный камбэк в истории чемпионатов мира. Тут от Норвегии тоже немного зависит, будем болеть за Патрика Торресона и давайте посмотрим на это. Матч начинается довольно неожиданно. Канада не выпускает Норвегию из зоны и забивает, отличился Брэндон Танев. Но неожиданно это было для тех, кто думал, что смотрит футбольные сборные Канады и Норвегии, или вообще для отбитых психов. Дальше Польша. В том смысле, что счет становится больше, 2-0. Свое слово сказал Манджипане. Но это все, чего Канада добилась своим вялым катанием шайбы. Мы смотрели хоккей с дедом, у которого была бессонница, так даже он уснул. За второй период, по официальным данным, Норвегия не нанесла ни одного броска в створ. Да и за первый тоже. Зато в третьем периоде первым броском забила. Счет стал 2-1, отличился Сольберг. Неужели у нас наклевывалась какая-то интрига, затем удаление Бедарда и гол? Но снова в меньшинстве. 3-1 это был Козенс. Но это не сломило норвежцев, они снимают вратаря в надежде отыграться. И получают 4-ю шайбу в свои ворота. Ну вот и все, матч закончен. Хочется стереть себе память и никогда больше о нем не вспоминать. Норвегия, видимо, срежает клюшки на матч с Великобританией, а встреча с Канадой их совсем не волновала. Сами канадцы неплохо начали ЧМ, хотя главный проверочный матч перед плей-офф еще у них впереди. Статистика матча у вас на экране, беременным на это лучше не смотреть, детям тоже. Лучшим игроком матча, я не знаю даже кого признать, я спал. В этот момент пусть будет Доус, вратарь сборной Канады за 5 сейвов и голевую передачу. Ну и заключительный матч игрового дня, про который мы сегодня с вами поговорим, это США-Франция. Американцы начали ЧМ с поражения от Швеции, да и в матче со словаками смотрелись не совсем уверенно. Франция же недавно провели матч жизни, выиграв сборную Польши. И скорее всего именно этим они сохранили себе место в элите. Я вообще не удивлюсь, если на сегодняшний матч они выйдут в праздничных костюмах с лопушками, салютами. Это все сегодня допускается. Можно расслабиться и покатать в свое удовольствие. Бегом смотреть. США сразу показали, кто в доме хозяин. На 45-й секунде отличился Нельсон, а на 4-й минуте Болди делает счет 2-0. И это только начало первого периода, чуть погодя, Болди оформляет дубль, а Гудро заколачивает еще один гвоздь в крышку гроба сборной Франции. Это все было первое звено, кстати. Была бы это Австрия, мы бы думали, что все идет по плану, но это Франция. Я думал, что план на первый период выглядел несколько иначе. Ну что, дальше США бросали, просто из всех позиций здесь ситуация похожа на матч Канады и Норвегии. США нанесли 54 броска за матч, а 5-ю шайбу забили только на 58-й минуте. Это сделал Пинто. Да, очередной матч игрового дня, где без намека на какое-то сопротивление, США громко возвращаются в борьбу за вторую строчку группы. Думаю, больше поражений у них и не будет, именно на групповом этапе. Франция чилит, прописка в элите, можно сказать, сохранена, если, конечно, Казахстан не сольет свой матч Польша. Лучшим игроком становится Мэтт Болди с 2 шайбами и 1 голевой передачей. Несмотря на 3 очка от Мэтта Болди. Статистика у вас на экране. Вот таким получился 7-й игровой день на чемпионате мира. Он выдался, правда, великолепным. Мы увидели уйму голов. Командам спасибо за такой открытый хоккей. На этом у нас все. Итоговые результаты и таблицу вы сейчас видите на своем экране. Пишите, какие матчи вас порадовали больше всего. А если вам понравился такой формат, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Видео о ЧМ выходит каждый день. Не
забывайте про Telegram и Boosty, ссылка в описании и на вашем экране. Спасибо еще раз за просмотр, все больше хоккея.